На прощании с Юрием Шатуновым были замечены Николай Басков, Игорь Крутой и создатель «Ласкового мая» Сергей Кузнецов. По мнению Сергея Соседова, остальные артисты не пришли на похороны не из-за занятости или личных дел, а из-за прохладного отношения к умершему музыканту. Здесь не очень понятно, что имеет в виду журналист и музыкальный критик Соседов. Что значит прохладное отношение к умершему? А к живому у них какое было отношение? Если критик решил помериться прохладой с мертвыми, то, на мой взгляд, шансов у него немного. По крайней мере, пока он не начнет судиться с Разиным. Но продолжим. Николай Басков и Игорь Крутой пришли на закрытую церемонию прощания с Юрием Шатуновым. Коллеги относились к нему так себе, если честно. Вот Кобзон много помогал, к нему много народа приехало. А здесь другая история. На прощании были поклонники и поклонницы, те, кого он очаровал своими песнями. Не вижу ничего плохого в том, что к Шатунову на прощание не пришли коллеги. Я, например, видел Юру 3 раза в жизни. Я что, должен на похороны идти? Каждый решает это для себя. Никого обвинять не стоит, сказал 54-летний критик. Есть мнение, что данное высказывание трупа критика является резким. Я ничего резкого здесь не увидел. Во всяком случае, в отношении Юры Шатунова. Если отнестись с вниманием, что Соседов скорее всех остальных назвал стадом, которое ходит только к тем, кто их прикармливал. И что еще меня порадовало в данной новости, это то, что получается, что поклонники пришли не из-за подачек или какой-то благодарности, а потому что их позвало к этому действию сердце. Есть у меня смутное сомнение, что Соседов соберет на своих похоронах хоть 1/100 того количества людей, даже если каждое воскресенье будет раздавать бесплатный хлеб у себя под окнами. Ну разве что пара голубей найдет его могилу и сделает то, чего и заслуживают критики, не способные даже выразиться правильно. Руки трупа вытянуты вдоль соответствующих коленей, но одна покоится на груди. Во время осмотра жена трупа, гражданка Сергеева, находилась в нетрезвом виде, мешала производству осмотра, обзывая лицо, производящее осмотр, мудаком, козлом и говном.